Итак, многие из вас видели мой обзор китайского генезиса. Пользовался я им больше года и немного подустал от него. Основная проблема генезиса – это продолжение его достоинств – сетка. Как ее не прожигай, а все равно остается легкий привкус металла. И самое главное – непостоянство нагара на ней. Его то больше, то меньше, что влияет на сопротивление спирали, так как намотанную на металлическую сетку спираль начинает тупо коротить. Сетка должна быть из диэлектрика, но даже ее все равно придется мыть и чистить. С этой точки зрения фитиль получается гораздо проще. Выкинул его да поставил новый, и не надо возиться с обжигом. И тут в кафе друг показал мне свой кайфун. Я даже взял его в рот и попробовал. Было вкусно и мокро, мне понравилось. Вы только не подумайте ничего плохого, мы хорошо вымыли мундштук. Одноразовых, правда, под рукой, как обычно, не оказалось. Ну так вот, настоящий кайфун, во-первых, стоит каких-то больных денег, а во-вторых, очередь на него на несколько месяцев вперед. Я от всего этого ждунства еще на Ганзе утомился, так что выход оставался только один – купить китайскую копию. Благо отзывы о ней очень хорошие. Решено, берем. Поставляется она вот в такой коробочке. Together best cooperation, блять. We live in together, but still it's a farewell, and maybe we'll come back. Ладно. Unboxing. В комплекте шестигранник для регулировки, запасные винтики и малюсенькая миленькая отверточка с синей ручечкой. Ути-пути. А я уж хотел себе отвертку-брелок покупать. Также пара уже намотанных спиралей, запасные резинки и, собственно, сам девайс. Как видите, в девайсе много винтиков, которые сложно поймать, легко потерять и, сука, невозможно найти. Мундштук железный. Он стандартный, можно поменять на тот, который больше нравится. Девайс можно легко использовать как дрипку, дырка большая и прямо над спиралью. Порт для заправки снизу и выполнен в виде винтика. Это не очень удобно, так как для заправки девайс каждый раз приходится откручивать. Кроме того, основная часть жижи хранится в верхней части атома, а кошка до туда не доходит. И к заправке надо привыкнуть, чтобы не переливать. Открутив нижнюю крышку, заправлять нельзя, так как все вытечет через мундштук. А открутив верхнюю крышку, заправлять нельзя, потому что все вытечет через воздуховод. Девайс, как вы видите, раскручивается полностью, что облегчает чистку и промывку. Залог хорошей подачи пара и отсутствия гари – правильно установленный и уложенный фитиль. Я для себя решил, что спираль должна идти параллельно винтам и как можно ближе к ним, чтобы сократить концы спирали, которые нагреваются в первую очередь. Кроме того, нужно уложить концы фитиля так, чтобы они были рядом с канавками для подачи жижи, но не перекрывали их. Так что сильно не утрамбовывайте. Кстати, с кремзема я уже перешел на бинт. Улучшилась вкусопередача, перестал желтеть язык, нет даже теоретического вреда от кремзема, да и покупать его не нужно, бинт везде продается. Также, говорят, хорошо подходит бамбуковая пряжа, но я пока еще до нее не добрался. Мотать нужно классические 2,1 Ома. Основная проблема, что если что-то не так и вы поняли это уже после заправки, то чтобы добраться до спирали, жижу надо будет слить, все раскрутить и полностью обляпаться. Для заправки рекомендую использовать бутылочку с металлическим носиком-иглой. Кстати, если правильно подобрать бутылочку, то она влезет вместо второй батарейки в бокс на две запасных, куда также можно положить еще запасную уже намотанную спираль и ту самую отверточку. Этот набор поможет вам оперативно решить любую проблему. Вот так выглядит Китайфун на моем батарейном блоке. Его обзор также есть на моем канале, и в нем я рассказывал, как решить проблему щели между атомом и коннектором. Кстати, один из зрителей объяснил, зачем вообще эта щель нужна. Чтобы обеспечить поступление воздуха к атомам, у которых воздухозаборник в нижней части коннектора.
Я, честно говоря, уже и забыл, что такие существуют, хотя на моем канале есть и такой обзор. Ну ладно, давайте попробуем попарить. Пара много, вкусно, пожалуй, даже лучше, чем на Генезисе. И точно гораздо гуще и плотнее. Я опасался, что он будет холодным, я люблю горячий пар, но опасения были напрасны. Пар идет нужной температуры. Так что все окей. Также девайс практически не протекает, что тоже плюс. Единственный минус, при затяжке девайс свистит через дырочку в левом боку, блять. На форумах пишут, что свист со временем пройдет, но я пользуюсь девайсом уже месяца два, и атом как свистел, так и свистит. Ковыряние в отверстиях скрепкой с целью удалить возможные заусенцы ни к чему не привели. Но в целом, не считая свиста, девайс очень качественный и стоит тех денег, что за него просят. И сделан полностью из нержавейки, нейтрального, красивого и долговечного материала.